Всем привет! Сегодня начинаем записывать серию роликов, посвященные Figma. Figma– это программа для создания и редактирования векторной графики. Сейчас начинают набирать обороты элементы, сделанные в виде стекла, кнопки, подложка под текст или полностью формы. Такие элементы хорошо вписываются даже в уже существующие формы. Но я бы не рекомендовал бы их использовать часто. На мой взгляд, хорошо они подходят именно как подложка под текст или полностью созданный элемент. Давайте на примере круглой кнопки для будущей игры на Unity и создадим наш урок. Для удобства я буду рисовать кнопку больших размеров, чтобы было видно все подробности изменений нашего элемента. В дальнейшем можно ее будет уменьшить. В этом и есть преимущество векторной графики. У меня сейчас уже заготовлен фон и PNG-картинка шестеренки для отображения пункта меню в будущей игре. Начинаем рисовать окружность по центру нашей формы. После чего задаем основной цвет белый. Это нам сэкономит время в будущем. Теперь делаем копию этого круга дважды. Будет будущий блик на кнопке. Сделанные копии теперь скрываем, к ним вернемся после основы. На основе выбираем заливку радиальную и перемещаем центр свечения к краю, откуда идет источник освещения. После чего добавляем контур окружности, также белого цвета. Но уже изменяем прозрачность на 30%. Таким образом подчеркивая линзу стекла. Далее добавляем эффект и меняем на размытие фона. Стекло не имеет полной прозрачности. После чего добавляем еще один эффект, саму тень. Тень должна быть противоположна источнику освещения. Теперь наша основная кнопка как бы оторвалась от фона. Возвращаемся к нашему основному блику. Делаем отобразить наши скрытые окружности. Нижнюю окружность оставляем неизменно с основанием, а вот верхнюю сдвигаем так, чтобы она перекрывала только 1/3 кнопки. Изменяем прозрачность где-то на 20%. После чего уже выбираем две окружности и делаем маску. Уже даже на этом моменте выглядит хорошо. Остается добавить два блика, отсвечивающие линзу. Для этого нам понадобится создать окружность, перекрасить в белый цвет, изменить заливку на радиальную, выбрать второй цвет, светло-голубой или светло-желтый, что придаст отблик холодного или теплого свечения. Так как у нас фон имеет за основу синий цвет, то мы выбираем отблик голубой. Располагаем близко к краю главного блика, но не выходим за него. Копируем уже существующий настроенный маленький блик, уменьшаем размер и уже располагаем близко к источнику света, слегка по диагонали. Остался последний штрих – расположить текст или картинку внутри нашей кнопки. Делаю отобразить заготовку и смотрите, как она меняется в зависимости от расположения под кнопкой или самой кнопки. На этом наш первый маленький урок подошел к концу. Спасибо за внимание.